Друзья, всем привет! Наконец-то этот день настал. Теперь не будет кучи там непонятных слухов, сливов и прочего. Разработчики опубликовали первые бета-версии HyperOS 4. Понятное дело, я на свой аппарат это уже добро накатил и готов вам рассказать, что же нового компания Xiaomi за целый год нам смогла сделать и предоставить. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. В целом, мое мнение по сравнению с предыдущими видеороликами, то, что я записывал, не поменялось. Как бы HyperOS 4 это система, которая больше у нас идет как бы-то на визуал, на кастомизацию, если это так можно сказать. Ну, даже не совсем эта система, это оболочка, понятное дело. На сегодняшний день прошивка доступна для установки лишь только на флагманские аппараты. Возможно, также еще в сегодняшний день успеют залететь и другие аппараты этой так называемой первой волны, но на свой Xiaomi 17 я эту прошивку, конечно же, накатил. Понятное дело, работает все это удовольствие под управлением Android 17, ведь не просто так его тестировали, и не просто так разработчики там как бы пытались что-то с ним сделать. То есть самая свежая актуальная сборка андроида, ну и так далее, все самые актуальные патчи, понятное дело, это все красиво и прекрасно. Но что же по самой системе, давайте разбираться. И первый раздел, который нас сразу с вами заставит задуматься, что это уже не та самая HyperOS 3, это раздел Xiaomi Hyper AI. Кстати говоря, чем-то он схож с тем, что есть на глобальном рынке. И, кстати, привет всем тем, кто рассказывает, что китайские глобальные прошивки очень кардинально отличаются, и что вообще как бы на глобалке до китайки, как я не знаю там куда, как пешком до луны. Получается, что у нас по отличиям от глобальной прошивки? Это Hyper Xiao AI. То есть это искусственный интеллект, который только характерен для китайской прошивки. Но вот что добавляется, это Instant Access. То есть мы можем копировать контент и получать, соответственно, умную помощь. Именно в реальном формате. В принципе, очень удобно. То есть вы можете выделить какие-то слова. И далее вам будет выполнена быстрая такая вот помощь искусственного интеллекта. Вы нажимаете там «Найти в интернете» и прям по факту, по месту, грубо говоря, вы получаете информацию о вашем запросе. В целом это очень удобно. По всему остальному еще мог бы отметить наличие тут AI-сервиса, но это больше, как, наверное, можно предположить, обновление каких-либо моделей по Wi-Fi. Как бы то никакого тут дополнительного функционала этот раздел не несет, но в целом и общем, как бы то вот такие у нас изменения по Xiaomi Hyper AI. Далее, раздел персонализация. Что же здесь разработчики нам смогли за целый год сделать? Ну, давайте нажмем с вами на часы и посмотрим, что мы тут с вами можем выбирать. В целом, стили, как понятное дело, это их фишка, то есть у HyperOS это тема, которая позволяет вам гибко все настроить, соответственно, цвета, ну и так далее. Если вам не нравится такой бледный стиль, можете выбрать более такой сочный стиль, ну и, соответственно, стили часов, которые на сегодняшний день представлены в новой оболочке. И вот это те самые стили часов, которые разработчики добавили непосредственно для HyperOS 4. Можно, кстати, вытянуть обновление экрана блокировки или же Always On Display, поставить можно на ту же HyperOS 3, там добавятся эти стили. Но я не уверен, что оно будет полноценно работать, потому что, как вы понимаете, все изменения, которые в этой прошивке существуют, они не полностью, их не полностью можно перенести во все предыдущие версии. Помимо этого, разработчики, конечно же, добавили большое количество обновленных стилей экрана блокировки. Ну и, конечно же, тут можно выполнять гибкую кастомизацию под себя. Ну вот, допустим, выберем такой стиль, и он у нас сразу улетает под стекло. Но к этому мы с вами еще вернемся. И тут вы можете, как вы видите, его растягивать, делать больше, меньше, уже, толще, ну и так далее. То есть все те, кто хотели более такую гибкость, более такую свободу в плане кастомизации, пожалуйста, экран блокировки вам это позволит сделать. По всему же остальному в плане обоев и так далее, тут ничего нового нет, к сожалению. Те обои, которые характерны для этой сборки, уже выложены у меня в телеграм-канале, ссылку я оставлю на них, конечно же, в описании. По суперобоям, увы и ах, разработчики ничего нового тут не добавили, хотя была такая надежда, что все же их ручки сюда дойдут.
Раздел получается под названием «Экран блокировки» я пропускаю и перехожу к разделу под названием «Уведомление, строка состояния». Вот тут есть о чем вам рассказать. Во-первых, разработчики выделяют в отдельный такой подпункт Xiaomi островок, ну или же Xiaomi Hyper Island. Что тут у нас из интересного? Во-первых, у нас добавляется такая визуализация, как это может все выглядеть, как это можно растягивать и вообще как пользоваться этим островком. Потому что не все знали, что если вот так вот этим островком скипать туда-сюда, если у вас куча приложений, которые его поддерживают, они будут прятаться вовнутрь капли. Ну и, соответственно, когда вы делаете свайпом назад, то все эти вы уведомления из островка открываете. То есть разработчики решили сделать такой интерактив. Ну, как бы ладно. Далее, добавляют нам такую штуку, как медиа воспроизведение. Надо будет, кстати, накатить, допустим, тоже Spotify, посмотреть, как это будет тут выглядеть. Ну и где-нибудь здесь, если не забуду, вам вставлю такую небольшую вставочку скрин-рекорда, как это реализовано, ну, вернее, как это задумано и как оно реализуется. Кроме этого, для Китая есть еще такая штука, как Travel Assistant. То есть для тех, кто там путешествует, бронирование отелей, авиаперелеты и так далее, вся эта информация также отображается теперь в этом островке. Кстати, очень удобно. И кроме всего этого, у нас есть еще добавление тех приложений, которые поддерживают по умолчанию этот самый островок. Но здесь, как вы видите, у нас в основном стоковые приложения и каких-либо сторонних тут нет. Но я думаю, по мере того, как эти сторонние приложения мы будем устанавливать, возможно, здесь также что-то может и проявиться. Далее, что еще интересного по экрану блокировки? Добавляется обновленный стиль отображения уведомлений. Лист, потом стек и number. То есть, в зависимости от того, как вы выставляете стиль отображения, вы можете вообще сделать, как это реализовано в iOS. То есть, вот такой стиль стек. Ну, или же, как оно получается, штабелирование, грубо говоря, как те же самые недавние. Можете по умолчанию оставить, как это, в принципе, лист было. То есть, у вас они все идут последовательно, ну, а можете просто цифры. Но, как бы, вот этот стиль стек, в принципе, очень неплохая идея. Я думаю, что оно должно очень-таки нормально работать. Кстати говоря, также это приложение было вытащено из этой прошивки, установлено на HyperOS 2, и, кстати, оно даже на HyperOS 2 работает. Также в своем телеграме я опубликовал это приложение, так что, кому интересно, можете перейти и установить. По всему же остальному, друзья, к сожалению, тут ничего нового мы с вами не найдем. Кастомизация иконок в строке состояния, увы, у нас все так же ограничена 3 иконками. И да, вы сейчас можете заметить, как проявляется новая анимация, когда мы нажимаем вот на такие разделы, где информация у нас будет выпадающей. По всему же тут остальному не вижу смысла останавливаться и переходим далее. Теперь у нас раздел «Рабочий стол». Что у нас в целом по рабочему столу? Ну и как я вам уже показал, что поменялись у нас анимации как раз из-за этого рабочего стола, и в целом выглядит весьма это очень неплохо. И не только в рабочем столе такая обновленная анимация, если мне еще память не изменяет, в приложении калькулятор такая же анимация добавлена, в приложении запись экрана добавлена такая история. В целом выглядит очень неплохо, и вот эта новая анимация как-то, ну, она даже немного, ну, дает понять, что ты поставил что-то новое, а не там, знаете, что-то там уже старое, унылое, которое не менялось годами. Ну, а так и в целом по рабочему столу все те же самые фишки, что и были до этого, они по факту и остались. То есть скорость анимации, если вы хотите поставить себе улучшенный там поисковик такой длинной полоской, тоже пожалуйста. Ну, а так в целом и общем рабочий стол как рабочий стол, в плане фишек тут прям супер, ничего такого нового нет. Далее мы с вами переходим теперь к разделу «Экран». И вот тут уже есть о чем вам рассказать. Во-первых, разработчики, ну как они, собственно, и рассказывали, добавили этот самый визуальный стиль Soft Glass, ну или же Frosted Glass. То есть, если вы хотите попробовать то самое стекло, которое там популярно на айфонах, потом в ColorOS тоже эту всю историю начали вводить, вы, конечно, ее активируете, опускаете шторку, ну и, соответственно, получаете такой стеклянный стиль. В целом, этот стеклянный стиль можно встретить по всей системе, когда вы его активируете. Что вы здесь можете его встретить при быстром таком переходе в настройки рабочего стола, что вот эта полоска у нас и что в других элементах системы. Но здесь, кстати, почему-то разработчики не добавили то самое стекло, хотя, казалось бы, вроде бы там говорилось, что они должны эту всю историю сюда добавить, но, увы, ах, нет. Если вам этот стеклянный стиль не нравится, вы можете вернуть обычный такой матовый. Опускаем шторку, пожалуйста.
просто обычный стиль. Ну и спасибо на том, чтобы хотя бы разработчики нам оставили возможность этой гибкой кастомизации, потому что дать тупо по умолчанию жидкое стекло, ну, как бы это будет совсем глупо. Поэтому они вот пошли таким путем, и в целом спасибо им за это. По всем же другим возможностям и нюансам раздела «Рабочий стол» тут мы с вами ничего нового не увидим. Я тут немного зашел на рабочий стол, ну и давайте вам также про него расскажу, про кастомизацию как раз этого момента. Понятное дело, разработчики никуда не вырезали вот эту историю с гибким редактированием папок, то есть как вам удобно, вы можете с ней играться, можете вообще сделать огромную. Ну и, конечно же, добавили ту самую фичу, которая реализована в айфонах, то есть это группирование виджетов по папкам. То есть если мы удерживаем вот так, нажимаем View All, тут у нас будут отображаться все те карточки, которые мы сюда смогли с вами скинуть. В целом, опять же, сомнительно, но окей, пускай оно будет. Я лично, как человек, который особо этими виджетами не пользуется, что на айфоне я ими прям так особо не, там, между ними не переключался, здесь я тоже не вижу смысла, зачем это было сделано, но как бы то ладно. Далее, что еще разработчики нам тут добавляют? Так получается, ну, небольшие редизайны, конечно же, подразделов и разделов в целом вы можете наблюдать, то есть оно немного отличается от того, что было ранее в HyperOS 3, но еще одна интересная тема, у нас кроется в разделе «Плавающие окна», а именно новый такой помощник, ну или же сайдбар, который у нас будет вызываться на, там, допустим, любом месте, в любой точке нашего смартфона. И, кстати, тут есть два стиля вызова этого умного помощника, ну или же, ладно, этой умной полоски. То есть есть такая классика, то есть мы делаем вот такой свайп, а можно поставить, что удерживаем жест назад, и после чего у нас эта полоса вылезает. Опять же, выглядит стеклянно, выглядит как и обычно от разработчиков, ну и в целом как бы ну, я не знаю, как это прокомментировать, насколько это изменение прям было важно для системы в целом. То есть, возможно, разработчики пытаются как-то улучшить все эти разделчики, подразделчики, но, честно говоря, как по мне, лучше сконцентрироваться на чем-то другом. Ну и что же, друзья, я вам могу сказать по HyperOS 4. Эта оболочка, как вы понимаете, больше призвана быть такой в плане улучшения визуала, то есть как бы, ну ладно, сойдет, наверное, но я как человек, который ожидает чего-то большего от такого софта, привык как бы к более такому обильному количеству фишек. Конечно же, самое главное для пользователя — это оптимизация, быстродействие и автономность. Разработчики говорили про производительность, что она станет лучше, что там вообще все будет классно, но ничего не было сказано об автономности. Ну и в целом это их такая фишка, что они не упоминают об этом. Кстати говоря, еще на рабочем столе не поменялся вот этот виджет у нас, там должна была быть еще дополнительно погода отображаться, но почему-то этого нет. Возможно, в будущем разрабы с этим еще поиграются, ну а так-то и в целом я думаю, что на начальных этапах не стоит ее бежать устанавливать, потому что там, наверное, будут баги. Хотя я вот эту сборку поставил, в целом и общем даже можно пользоваться. По стоковым еще приложениям я хотел бы отдельно остановиться. Многие приложухи стали у нас, получается, Rust. То есть это галерея, погода и системная оболочка. И это означает, что ту же самую системную оболочку на Rust вы не сможете поставить в HyperOS 3. Также обновляют приложение камеры. Оно, по-моему, даже стало в версии 6.6. Чуть-чуть там поменяли интерфейс. Сейчас я вам даже продемонстрирую это. То есть мы нажимаем вот фото. Ну да, конечно же, мы сейчас должны зависнуть. Это прям стандартная история. Давайте мы, наверное, перезапустим. Ну да, ну в общем мы с вами зависли. Нормальная тема. Вот почему я говорю, что не стоит бежать обновляться впереди планеты всей, потому что могут быть вот такие приколы. Ну, в общем, я пытался поставить эту сборку камеры на 17 Xiaomi с глобальной прошивкой, она установилась, и там проявился обновленный интерфейс. И еще раз, подведя итог всего этого добра, я ожидал увидеть, ну, чего-то большего. Все вот эти вот свистоперделки по типу стекла, там, группирование виджетов, но это не совсем то, чего ждет обычный рядовой пользователь. Но, опять же, разработчикам виднее, и нам с вами также с этим жить, ну или же выбирать другой бренд. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.